рабочий день, воскресный, после Рождества, после праздника. Пришли детей покатать на тюбах. Вадим, очень тяжело их троих тянуть. По одному легче. Видишь, тяжело. Одну потеряли, другие поехали. Вторую потеряли. Видела, как Яна вылетела? Но... Быстро. О, другую тоже потеряли. Надо держаться, с другой стороны садиться. Ты по одному их покатай. Решили по одному. Милан, Яна, встаньте, по одному вас папа прокатает, потому что ему тяжело тягать вас троих. Да и вы падаете, выпадаете. Так оно легко тянуть, только что бегать, да? Тяжело. Бегай, держишь. Воды, воды. Сейчас, стрелую. Поехали. Так. Вы б на пузо легли бы. Там на машине легко. О, надо собаку запрячь. Ну, наш, наверное, не потянет. Я просто боюсь, я горло застужу. Если б лайка какая была, так может потянула бы. Если б лайка была, так потянула бы. Выпекаем хлеб из хлебопечки с готовой смесью. Сейчас я покажу, какая смесь у меня. Так, это вот такая вот смесь. Готовую смесь я покупала в Гипермоле, когда у нас есть такой интернет-магазин доставка Гипермол, и она формируется в Минске, делаешь заказ, и тебе товар привозят на определенную сумму, доставка бесплатная, товар привозят на дом. И там есть уже полуфабрикаты мучных изделий, хлеб ржаной пшеничный, и я заказывала такой хлеб. И вот он в готовом виде. Уже вторую булочку я выпекаю. Один хлеб вот позавчера буквально и испекла. Вернее, не я испекла, а хлебопечка моя чудо-помощница. И вот такой вот хлеб по высоте получился, это сантиметров 8. И мы отрежем этот хлеб и посмотрим его изнутри. Потому что первый раз я испекла хлеб, ну, пару дней назад. И мне показалось, есть полосочка такая, как будто вот глёвкости такой. И сегодня я тоже его испекла. И мы разрежем, посмотрим, какой он будет изнутри. И мне кажется, что если это в тот раз мне показалось, что я немножко воды перебавила, поэтому полосочка глёвкости присутствовала. В этот раз я сделала все строго по норме, и посмотрим, что получилось на этот раз и почему это происходит. Кстати, положила ему полотенечко, потому что он еще горячий. А из-за того, что испарина идет, и если будет лежать на голом столешнице, на голой, либо на целлофане, то будет хлеб парами будет мокреть, будут выделяться капельки пара, и он будет влажный снизу. Для того, чтобы этого не допустить, мы должны положить его на любое кухонное чистое полотенечко. Итак, мы его отрезали. И тоже немножко, вот видите, немножко, вот, если можно посмотреть, ну, как бы, если вы видите, что здесь видно, что сухое,
как бы хорошо выпеченная, а снизу вот немножко полосочка горькости, незначительная, но все-таки присутствует. И мой вывод, почему он присутствует, мне кажется, что не совсем там хорошие дрожжи или разрыхлитель, который кладется в эту смесь, присутствует. Поэтому в следующий раз, когда я буду его печь, я покладу свои дрожжи сухие. И посмотрю, как же все-таки будет с моими сухими дрожжами. Потому что все-таки хочется, чтобы он был уже хороший хлебушек. А так он, вы видите, темненький получается. По вкусовым качествам очень вкусный хлеб. Но вот единственное то, что нужно посмотреть еще с дрожжами. Вот, так что будем экспериментировать, будем пробовать. Если у вас есть какой-то свой опыт с такими готовыми изделиями, с сухими смесями, то напишите, может, что-то и правда, что я думаю, может, у вас какое-то свое мнение есть. Так, мы находимся в комнате моей дочери. Будем ей делать небольшой ремонт, потому что те обои, которые мы поклеили пару лет назад, что-то не держатся. Вот они, видите, закрутились и на швах. Может, это я такой специалист перевела. Но факт то, что здесь, видите, от того, что кровать здесь близко, и когда она ложится и задираются, все эти концы свернулись. Поэтому мы решили это сделать декоративную штукатурку, или как там налаживать. Будем смеси эти все, которые его мужа научил его друг Сальшан, делать такие декоративные вещи на стенах. Поэтому он будет это все ремонтировать, а там уже покажу, как это будет смотреться. Так обрывается, видите, полностью листами, хоть ты намазывай и дальше обклеивай. Даже жалко их куда-то портить, девать. Не знаю, что тут делать с ними. Подскажите, если у вас есть какие-то соображения, поэтите. Только нет, нужно открутить, а то выдержишь опять. Обрывала и выдрала розетку. Это все надо снимать. Вот, продолжаем работу.